Frostpunk вышла в 2018 году и зацепила, кажется, даже не фанатов стратегий. Еще бы! Нечасто встретишь градостроительный симулятор, где нужно руководить поселением, которое активно замерзает на обледеневшей планете, а согревает его лишь здоровый отопительный генератор. Одна проблема. Мало. Но спустя 6 лет вышла вторая часть. Сейчас-то вдоволь навыживаемся. В конце концов, как можно еще улучшить и без того прекрасную игру, если не сделать то же, но длиннее? Оказывается, способы есть. Ведь Frostpunk 2 все еще игра о выживающем во льдах городе, которая все еще проходится за 10-15 часов, но теперь поселение из первой части целиком помещается вот в этом кусочке экрана, а счетчик жителей Нью-Лондона не опускается ниже 4-значного числа. Это точно не та Frostpunk, в которую мы играли 6 лет назад, и ощущается она иначе. Вы на stopgame.ru, меня зовут Миша Галкин, а на вашем экране обзор странной Frostpunk 2. Сюжет Frostpunk 2 стартует спустя 30 лет после финала первой части. За окном 20 век, а Нью-Лондон, который вы строили в оригинале, движется в светлое прохладное будущее. Ничто, как говорится, не предвещало беды ровно до тех пор, пока не умер капитан. Власти в городе больше нет, добыча ресурсов прервана, люди в панике и как теперь жить вообще не ясно. В этот момент штурвал вручают игроку и предлагают попробовать себя в роли наместника. Задача ставится довольно четко. Нужно объединить разрозненный Нью-Лондон и провести экспансию в соседние земли. Это главные цели единственного доступного на релизе сценария. «А как же это сделать? Опять апгрейдить генератор и лутать ресурсы?» — спросит пытливый зритель. А я отвечу... Ну, в принципе, да. Короче, минусовые температуры и суровые ограничения в ресурсах-то никуда не делись. Правда, геймплей теперь больше напоминает 4X-стратегию, а не градострой. Хотя основные инновации спрятаны вот в этих вот ребятах. О них позже. С первой главы сюжета видно, что масштаб игры изменился. Камера улетела выше в небо, а генератор занимает всего пару сантиметров площади экрана. Мерзлые окрестности Нью-Лондона. Вот с чем нам придется работать. Вокруг генератора распростерлись заросшие льдом территории и редкие залежи материалов. Чтобы достать ресурс из земли, нужно соорудить поверх него специальный район площадью в несколько гексагонов. Схема знакома даже тем, кто не пробовал ни одной 4X, кроме 6-й цивы. Бахнули здание на ресурсе, а ресурс начал поступать на склад города. Вот и все. Frostpunk 2, которая хочет быть сложной игрой, об этом даже в отдельном сообщении предупреждают, добавляет в привычную схему обустройства территории немного челленджа. Чтобы получить возможность построить район в конкретном месте, сначала нужно выслать ледорубов, которые освободят 8 гексагонов ото льда и прорвутся к нужной точке. Процесс требует инвестиций. Подготовьте немного денег, рабочих, ресурсов и запаситесь терпением. Ведь долбежка льда занимает время. Потом нужно выделить еще материалов, бабок, людей и несколько дней на постройку района, а после зарядить уже построенный район рабочими, снабдить материалами и хорошенько обогреть. Готово! Вы великолепны! Можете выдохнуть до тех пор, пока залежи ресов не иссякнут. Конечно. Планирование города усложняется еще и тем, что соседние постройки оказывают влияние друг на друга. Промышленный район заработает только рядом с добывающим. А вот жилой квартал возводить вплотную к нему не стоит. Выхлопами завода накинут на жителей ряд неприятных дебафов. Ну и тепло. Соседство с чем-то теплым району тоже нужно обеспечить, иначе жители будут часто болеть. Такие сложные условия возведения и поддержания районов компенсируются тем, что основных районов-то всего 5 видов. Первый расширяет доступное жилье, эти 3 добывают ресурсы, а логистический обеспечивает Нью-Лондон разведчиками для вылазок за пределы столицы. Не запутайтесь. Да и ресурсов в игре не так много, все помещаются в верхней части экрана. Да, теперь можно заправлять генератор не только углем, но и нефтью или паром. Появились товары, тепломарки, но в то же время убрали разделение рабочих на ученых и заводчан, а сырую еду не нужно перегонять в готовую. Короче, стало чуть-чуть больше разных циферок, но экономическую стратегию из Frostpunk, слава богу, не сделали. Так, остались еще 2 кнопки. За что же отвечают они?
Второй кружочек скрывает апгрейды районов. Использовать их очень просто. Сначала нужно расширить существующую постройку на пару тайлов, а после бахнуть поверх нее новое здание. Например, если хотите, чтобы еда поступала на склад быстрее, можете построить химическую теплицу поверх парников, и вуаля, получите плюс 50 к добыче пищи и новую способность района откроете. Ну и вот эта кнопочка скрывает центры. Крошечные райончики, которые пристраиваются к основным, слегка их бафуют и добавляют место на складе. Особенно полезно строить такие, когда желтые полоски сверху заполняются до предела. Построили один, и вот у вас плюс 50 тысяч слотов на складе появилось. Если просуммировать, то основной челлендж в расширении города представляет не столько застройка территории, сколько попытка выкроить ресурсы на то, чтобы возвести что-то новое, то есть регулирование существующих районов. Вот мне частенько не хватало рабочих рук для апгрейдов и рубки льда, поэтому приходилось понижать мощность существующих зданий и временно жертвовать комфортом города в угоду того, чтобы подтянуть совсем печальные показатели. Успехи игрока в этом нелегком деле наглядно демонстрируются вот на этих полосочках. Если наблюдаете плюс, значит запрос жителей удовлетворен, а лишнее улетает на склад. Если кто-то не доедает или мерзнет, увидите расширяющуюся красную полосочку, которая будет все сильнее напрягать горожан. А напрягаться они будут очень охотно, поверьте. Но сколько бы добывающих районов вы не построили, больше всего угля, нефти и какого угодно другого ресурса найдете в морозных землях. Глобальная карта перекочевала сюда из первой части и, что приятно, переняла многие механики из DLC On the Edge. Морозные земли — это экран, где показаны территории вокруг Нью-Лондона. В оригинальный Frostpunk именно через него мы узнавали новые детали лора и находили свежие группы поселенцев. В дополнении 11-bit Studios расширила системы морозных земель. В сценарии крошечный аванпост должен был выживать, отделившись от столицы. Единственный вариант добыть все необходимое для его жителей — исследовать окружающие земли, торговать с соседями и налаживать с ними отношения. Кроме исследования значков вопроса парой групп разведчиков, в игру ввели торговые маршруты и диалоговые окна с долгоиграющими последствиями. Frostpunk 2 пошла еще дальше в этом направлении. В начале прохождения вы посылаете отряды разведчиков изучать близлежащие регионы, а потом распределяете их по обнаруженным точкам интереса. Под вопросиками, кроме колонистов и пачек ресурсов, могут скрываться поселения, небольшие источники материалов или целые аванпосты, которые можно и нужно прокачивать. Именно в аванпостах спрятаны самые богатые залежи угля, нефти, еды и так далее. Что мне особенно понравилось, эти аванпосты недостаточно просто возвести, чтобы начать получать оттуда ресурсы. Их нужно подключить к Нью-Лондону с помощью тропы или канатной дороги. Отмечаете аванпост и в простенькой мини-игре протягиваете ниточки через горы и равнины, связывая их друг с другом. Разумеется, чем меньше булавок используете, тем быстрее и дешевле построится дорога. Когда у меня получилось сэкономить лишнюю булавку за счет грамотного использования местности и уже построенных дорог, испытал прям настоящий кайф. Так сказать, инженер. Разумеется, раз в игре есть такой замечательный, практически не лагающий переход между экраном морозных земель и городом, было бы очень круто иметь возможность бесшовно залететь в какое-нибудь другое поселение и порулить там. Очень рад, что и вы так подумали, ведь сделать это можно. По ходу истории откроется доступ к парочке других поселений, которые могут снабдить столицу рядом ценных ресурсов. Их нужно застраивать ручками и, как и в случае с Нью-Лондоном, следить за их ключевыми показателями. Правда, сами они целиком свои потребности закрыть не способны. Нужно отправлять недостающие материалы из метрополии и следить, чтобы всем всего хватало. Даже людей можно переселить из одного места в другое. Кроме перечисленного, в морозных землях есть небольшие нелинейные квесты. К примеру, можете наткнуться на поселение, которое полыхает из-за гражданской войны. Чтобы стабилизировать ситуацию и получить контроль над территорией, можно либо ворваться туда с пушками и навести порядок силой, либо подкинуть ресурсов их мутным соседям, а они сделают тоже, но самостоятельно, либо влететь к этим соседям, освободить людей из-под гнета авторитарного лидера, и освобожденные разрулят вопросы мирно. Подобные моральные дилеммы, которые были одной из ключевых фишек Frostpunk 1, тоже остались. Вот нашли вы тюленей.
Можете порубить их на мясо, или что там в тюленях, а можете оставить их жить из гуманных соображений. Учтите, что ваше решение будет иметь последствия. Не всегда, правда, критичные и определяющие ход истории, но тем не менее. Вот эти сюжетики и развилки в рамках основной истории сделаны прикольно. Они отлично подкрепляются визуальным и звуковым дизайном. Да и вообще дизайн Frostpunk 2 какой-то запредельно крутой. Белая карта морозных земель заполняется дорожками, по которым течет что-то похожее на нефть. Открываете окно прокачки и слышите, как где-то неподалеку трескается лед, потому что дерево буквально кусок льда, в нем отражается интерфейс. А когда анонсер сообщает важную инфу через громкоговоритель... Ну постарались. Тем не менее, это все красивости, а связь с горожанами, тем не менее, ощущается хуже, чем в первой части. Их проблемы отныне практически не трогают за душу. И понятно почему. Раньше вы буквально видели человечков на экране, а теперь... Теперь это просто диалоговые окна, которые рассказывают вам, как все недовольны очередными изменениями в законах. Даже при максимальном зуме человечков вы не разглядите. Хотя нет, кое-кого разглядеть можно и без зума к улицам. Вот эти ребята будут за вами следить в течение всего прохождения, и именно в них скрыты главные интересности. Видите ли, Frostpunk теперь, кажется, не игра о постройке города, а симулятор политической борьбы в постапоке. Напомню, что завязка сюжета заключается в том, что прошлый правитель мертв, а в нового, в вас то есть, никто особо не верит. Всю власть над городом просто так никто наместнику давать не собирается. Но править-то надо. Законы принимать, с людьми договариваться. Для этого вам придется общаться с фракциями и сообществами, которые появляются в городе по мере развития сюжета. Короче, 11-bit Studios и графицировала парламент. Как это работает? Общее настроение горожан демонстрируется через шар в нижней части экрана и полосочку чуть ниже. Если все на чиле на расслабоне, шар пустой. Если город стоит на грани переворота, увидите в нем закипающую нефть. Довести город до такого состояния возможно, если горожане активно замерзают, районы отрубаются из разрухи, а от болезней погибают пачками. При таком раскладе ждать экран Game Over не придется. Это общее состояние складывается еще из отношения разных частей города к вашим действиям. То есть, если вы настроены адаптировать людей под суровые реалии и идете по ветке прогресса, получите поддержку от эволюционистов. Эти парни только рады будут что-нибудь в человеке подкрутить. Даже пикеты в вашу поддержку начнут проводить. А вот хранители веры такой подход не одобрят и будут раскачивать город, активно демонстрируя свое недовольство. Не учитывать мнение фракций не выйдет еще и потому, что все принимаемые законы необходимо проводить через совет. А именно через общее голосование, где большая часть присутствующих должна поддержать закон для принятия. Тут можно либо наобещать всем золотые горы ради правильного голоса, хорошо бы эти горы потом обеспечить, иначе верить вам перестанут. А можно положиться на решение совета и просто... Фух, прокнуло. И просто понадеяться, что закон примут без лишних обещаний. Дерево прокачки также отражает ваши отношения с фракциями. Любое исследование бафает связь с конкретной частью населения, и часто именно просьба разработать ту или иную идею будет становиться условием сообщества при переговорах. Для анализа курса развития вашего города существует шкала «Дух времени». По ней можно примерно понять, какой город вы формируете и какие фракции в нем могут возникнуть. Фракции, кстати, могут появиться прямо в процессе геймплея. В режиме Utopia Builder, который выживание, о нем чуть позже скажу пару слов, в моем городе завелись технократы. Ребятам очень понравилось, как я развиваю город, и они начали активно поддерживать мой политический курс. Но позже появилась другая группа — ледокровки. Эти ребята придерживаются полностью противоположной технократам точки зрения. По их мнению, общество нельзя контролировать и пытаться спасти его математикой. Нужно отбирать только сильнейших, а слабых — в утиль. Вот их позиция. С такими тоже придется считаться. Считаться значит пытаться удерживать хотя бы нейтральные отношения. Для этого можно предложить фракции право определить повестку следующего голосования. Можно дать ей обещание исследователей построить что-нибудь, а можно агрессивно начать ее топить.
осуждать, чтобы лишить мест в парламенте, учинять тайную полицию и вообще всячески изгонять их из города. Хотя лучший вариант, как с точки зрения игры, так и с точки зрения реальной политики, сидеть на всех стульях сразу. На словах дружить с сообществом, всячески его поддерживать, а за спиной отдать приказ истреблять сторонников движения. Совет вообще впечатляюще проработан. Идеологии и стремления фракций подробно описаны, у каждого человека в парламенте есть свой небольшой лор, дизайн одежды у разных фракций отличается, камерой повертеть можно. Если вы, как и я, любите политические системы в играх, Frostpunk 2 явно пытается угодить именно нам. Только дам совет из зала. Ставьте сложность повыше. Я проходил на 2 из 4, и под конец прохождения все напряжение от сюжетных поворотов перекрывалось тем, что ресурсов было, слишком много. История лучше сработает, если немного, так сказать, пострадать во время прохождения. И уже где-то тут можно было бы ставить изумительно, если бы не ряд «но». С чего бы начать? Например, игра фризит на ноутбучной RTX 3070. Комп не топовый, конечно, но как ты ни крути настройки, фризит. Есть проблемки с переводом, есть проблемки со шрифтом, с интерфейсом. Вот тут написано, что не хватает рабочей силы, а по факту проблема вообще с другим ресурсом. Тут в формуле стоит знак «умножить», а на самом деле это плюс. Тут пробел пропустили. И вот таких шероховатостей достаточно много. Ничего критичного, но впечатление портит. Ладно, оптимизация. В игре, как и в первой части, маловато контента. Игроку предлагаются сценарий воссоединения Нью-Лондона и режим соло-выживания, который в первом же моем забеге начал дублировать сообщения из сюжетки. Те, кто не наиграются в сюжет, в него пару раз, скорее всего, заглянут, а потом заскучают и будут ждать DLC с новыми сценариями. Как по мне, даже основной сюжет перепройти будет интереснее. Frostpunk 2 — сиквел, который успешно развивает идею, а давайте позволим игроку провести неорганизованную группу людей через трудности. Раньше это было поселение на 80 человек, теперь город на несколько тысяч. Политики во Frostpunk 2 стало не просто много, ее стало триндец как много. И это круто! Получилась стильная, нелинейная и необычная игра, которая, правда, может показаться многим достаточно короткой и забагованной. Причем, судя по отзывам в Steam, так некоторые и подумали. А я вот думаю, что Frostpunk 2, несмотря на все ее проблемы и скромную продолжительность, все-таки дарит изумительный опыт, который стоит попробовать. Может, не прямо сейчас, после патчей, но само ядро игры уже потрясающее. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, заходите на наш Бусти и увидимся на Stop Game.ru.